я веду бизнес в Турции 17 лет, и меня не обманул ни один турок за это время. Мы, значит, с Турцией воюем на протяжении 300 лет. Цены взлетели в 10 раз за последние примерно 2 года. В 10 раз? Да, это страна победившего импортозамещения. Они все только свое покупают. Добрый день. Сегодня в гостях у сердитого пряника Екатерина Караджа, эксперт по Турции, автор телеграм-канала Караджа International и человек, который ответит на очень многие вопросы, которые есть и у меня, и у наших зрителей в отношении Турции. И у меня, Екатерина, сразу к вам один вопрос. Один из народных избранников предложил запретить турецкие сериалы, потому что они формируют у зрительниц неверный образ семейной жизни. Вот такие вот турецкие красавцы, которые, что называется, делают все для своих женщин. Скажите, пожалуйста, он был прав или он был неправ, этот народный избранник? Или это его личные комплексы? Ну, вы прям с самого интересного для меня вопроса зашли. Я бы так ответила. Руки прочь от серканов, во-первых. Ну, от серканушки, да. А если серьезно, да, то, в такой логике можно запретить и мужские журналы по типу Playboy. Они тоже формируют неправильные представления о женщинах, потому что женщины там слишком идеально представлены. Ну вот скажите, а в чем успех? Вот с чем связан успех турецких сериалов на нашем рынке? Почему они так сразу зашли? Вот те же индийские сериалы как к нам не заходят, а турецкие сразу зашли. В чем мы совпадаем по менталитету и в чем отличаемся? На самом деле, мне кажется, турецкие сериалы правильные ценности все-таки несут. То есть на первом месте там семья в Турции. Как раз если Запад пошел в сторону толерантности, где там мужчины любят мужчин и так далее, то в Турции как раз очень традиционные ценности. И в Турции очень строгая цензура. То есть сериал это В Турции такой... есть цензура? Да, конечно. Я знаю, что в Иране есть цензура, а в Турции она тоже есть? Да, и на самом деле это способствует популярности сериалов, потому что... исламская цензура или какая? Государственная. Турция все-таки светское государство, не исламское, государственное. То есть... А что цензурируют? Сериалы становятся таким семейным контентом, который можно показывать при детях. То есть, наверное, мы не включим Анору, например, когда дома подростки. А турецкие сериалы — это такой контент, который спокойно можно включить при детях. Они рассказывают о таких ценностях, как семья, противостояние бедных и богатых. То есть это понятные нам ценности, но с восточным колоритом. Но почему же все-таки вот там якобы, по мнению нашего народного избранника, якобы показывается слишком слащавый образ мужчин? Это так или это преувеличение или что? Я думаю, все-таки преувеличение, потому что мужчины показываются близко к тому, какие они есть. И, в принципе, я бы не оценивала кого-то по национальности. То есть, что турецкие мужчины такие, русские такие. Прекрасные есть представители и у нас в России, и прекрасные представители есть в Турции. А можно использовать турецкий сериал, например, нашему зрителю где-нибудь в регионах, бизнесмену какому-нибудь малому, и вот посмотрел, вот турки все такие, вот мы будем с ними себя вести вот так. Насколько экранный образ и реальность, скажем так, того же ведения бизнеса с Турцией, они насколько совпадают или не совпадают? Немножко все-таки сглажено все в сериалах, там немножко ориентация на европеизированный контент, поэтому в целом нельзя только глядя на сериалы сделать выводы о том, как вести бизнес с турками или как выйти замуж за турка. Но определенное мы не будем спрашивать, как выйти замуж за турка. А вот скажите, пожалуйста, что нужно в первую очередь? Назовите 3 основных заповеди, которые нужно помнить, когда вы ведете бизнес с турками. Первое — это все-таки личный контакт. То есть в Турции не делается бизнес по имейлу, по телефону, через посредников. То есть нужно приехать, пожать руку, посмотреть в глаза. Это очень важно. Второе — это все-таки не обращаться к партнеру просто по имени. То есть это для них неуважительно.
То есть я должна к вам, Алексей Бей, обратиться, а не просто Алексей. Это для них, практически оскорбительно. А если я веду переговоры с женщиной, то есть Алексей Бей там И или... Екатерина Ханым в этом Ханым. случае, да. То есть это второе, обязательно должно быть уважительное. А третье? И третье, я бы все-таки посоветовала либо знать язык, либо пригласить того, кто сможет для вас переводить. Потому что знание турецкого языка, оно просто открывает все двери. Турки очень любят местную культуру, они очень большие патриоты, и для них это важно. То есть вести с турком переписку по e-mail по-английски без уважительных вот этих вот приставок, все, ты бизнес, можешь считать, что ты бизнес с ними не делаешь, да? Как начальный этап можно, там, запросить коммерческое предложение и так далее, но когда вы уже договорились, то нужно обязательно купить билет на турецкие авиалинии, приехать непосредственно на завод. Можно и Аэрофлотом. Да, кстати. Соответственно, посмотреть в глаза, увидеть, есть ли там действительно производство, или это какой-то посредник, который вас кормит восточными сказками. А насколько ситуация с восточными сказками, насколько нужно быть внимательным, чтобы вас не накормили восточными сладкими сказками? Очень этот вопрос стоит остро на самом деле в Турции. Вот я люблю повторять, что я веду бизнес в Турции 17 лет, и меня не обманул ни один турок за это время. И у всех это вызывает всегда смех и интерес. И спрашивают, а что же надо делать, чтобы не обманули турки? То есть вы хотите сказать, что это какая-то ваша уникальная суперсила, что вас за 17 лет ни разу не обманули, а все остальные были хотя бы один раз обмануты. То есть чем это связано? С какой-то изначальной порочностью турецких бизнесменов и контрагентов? Или что это? Вот откуда такое? Я бы не называла это порочностью, но, например, вот с детства уже они как учат детей, чтобы скушали, например, дети полностью еду. Давай мы скажем маме, что ты ничего не скушал, а ты быстренько все скушаешь, и мы покажем пустую тарелку. И вот они этот фокус делают, выносят и поют песенку «Кандырдым, кандырдым, тозуну аттырдым». То есть обманули дурака на 4 кулака. То есть это с детства уже закладывается. Я и на своих детях это вижу, которые у нас в 2 культурах воспитываются. То есть вы имеете в виду, что ребенок изначально, вранье, скажем так, не является каким-то таким серьезным недостатком. Точнее, не вранье, а преувеличение. Да, вранье все-таки грубое слово, а какое-то приукрашивание, преувеличение, наверное, является определенной нормой жизни. Понятно. То есть это, кстати, связано, видимо, с тем, что вот этот наш народный избранник, вот турецкие мужчины типа врут нашим русским женщинам, преувеличивают и так далее. То есть, наверное, может, он это имел в виду. То есть вот для русского человека вот это вот преувеличение, оно как-то не совсем, у нас не принято так. Возможно, там, конечно, сильная демонстрация чувств, то есть он там и рыдает, и разрывается. Конечно, в России это не принято. То есть вы имеете в виду, что нужно быть готовым, что ваш турецкий партнер будет очень подчеркнуто эмоционировать? Так подчеркнуто, как в сериалах, не будет. Все-таки в сериалах это еще гипертрофировано. Докручено, да? Да. Но в целом турки эмоциональный народ. И я вот отметила на своей дочери, что когда она говорит по-русски, она говорит спокойно. Начинает говорить по-турецки в 1,5 раза громче. То есть буквально вот минуту говорила так, и тут же громче. То есть они говорят громко. И эмоционально. То есть нужно быть готовым, не надо, что называется, думать, что у твоего контрагента истерика? Да, вот даже я об этом пост писала, что не думайте, что турки на вас кричат. Они просто общаются. Это просто культурная особенность. Это, кстати, когда озвучиваются турецкие сериалы, это довольно забавно, потому что наши актеры все время понижают регистр речи, потому что в сериалах турки просто кричат, по сути дела. И если бы это озвучивалось с точно такой же подачей, то это в России никто смотреть бы и не стал. Вот. А у меня тогда вопрос. Скажите, а вот где можно более подробно, что называется, узнать о том, как же все-таки общаться с нашими турецкими друзьями? Вот где? Какие-то книги, может быть, есть, еще что-то? Куда вы людей направите? Они посмотрят наш подкаст, а дальше?
Ну, я бы направила в свой канал Караджа International, потому что на самом деле очень мало информации про Турцию. И даже Что, экспертов, серьезно? ну, именно вот с точки зрения бизнеса и экономики, ну, конечно, есть там пару изданий, но вот если по Китаю, например, бизнес-консультантов просто там сотни, если не тысячи, то по Турции, ну, по пальцам одной руки я могу Серьезно? пересчитать, да, именно тех, кто вот А почему? действительно известен в бизнес-среде. Но Почему? Турция раньше никогда не была для нас основным партнером. То есть она после 22 года стала Вообще очень более интересно. важной. Я прошу прощения. Мы, значит, с Турцией воюем на протяжении 300 лет. То есть у нас с ними 10, или это страна, с которой мы воевали больше всего за всю нашу историю. У нас 12 войн было. И при этом Турция для нас не является основным, если можно так выразиться, партнером. То есть как так получилось-то? Да, ну воевали мы с Османской империей, это было еще до Ататюрка и до основания Турции. Сейчас, в принципе, у нас, после Ататюрка у нас более ровные отношения. Если еще учесть, что Владимир Ильич Ленин помог Ататюрку, передав туда 20 тысяч сабель и Было такое. 500 000 червонцев золотых, это известная довольно-таки фишка, Да. почему все турки всегда улыбаются, когда показывают на статую Ататюрка и говорят, что это друг вашего Ленина. Вот. Есть такое, да. Но вот до 22 года Турция, в принципе, в начале списка никогда не входила торговых партнеров, а сейчас она на 2-м месте. И хотя у нас товарооборот немножко падает по сравнению с 22 годом, но сейчас Турция для нас это один из основных партнеров, и резко всем стало интересно ее изучать, но это история буквально последних 2-3 лет. Понятно. И здесь немалую роль, конечно, сыграли сериалы. Но все-таки, ну хорошо, если откинуть в сторону туристические байки, вообще какие основные регионы, откуда нужно ждать турецких партнеров? Ну, Стамбул, допустим. Стамбул — это как Москва. Ну ладно, Да. хорошо. А где еще? Мы все знаем всякие Мармарисы, Сиде, Кемеры, но это явно не те места, откуда будут ваши бизнес-партнеры. Правильно, да, они отличаются, прибрежные регионы и бизнес-регионы отличаются. Ну, в Стамбуле есть предприятие, конечно, Анкара — огромный центр, то есть моря там нет, поэтому российские туристы туда не заглядывают, а вот промышленные бизнес-туристы туда очень часто заглядывают. Ну, кроме Анкары, это, например, Бурса. В принципе, недалеко на машине можно добраться от Стамбула. Ну и ограниченно уже есть какие-то точечные на востоке. Там в Газиантепе, в Адане, в Мерсине. То есть в основном в эти регионы приходится ездить. Но тогда вопрос, а насколько вообще, ну, скажем так, все-таки Турция насколько стабильна? Я имею в виду, там же в свое время были все эти перевороты военные, все эти весь 20 век, после войны там, по-моему, 8 или 9 правительств сменилось, и стабильность наступила буквально лет 30-40 назад. Насколько Турция стабильная страна, в принципе? Тем более же там безумная инфляция, или я ошибаюсь? Ну вот в плане экономики точно нестабильная, к сожалению, за последние годы инфляция очень серьезная. То есть это по официальным данным она там на уровне 70%. В год? Да. По неофициальным, ну там за 100 точно зашкаливает, и я это вижу и по зарплатам, ну и вот по уровню жизни, то есть буквально цены взлетели в 10 раз за последние примерно 2 года. В 10 раз? Да, ну, конечно, повысились тоже и зарплаты, ну, правда, не в том объеме, но все-таки повысились зарплаты, пенсии. Но, к сожалению, экономическое положение в Турции сейчас не лучше. Да, исправляет Турция это положение, но последние политические события опять откинули Турцию назад, к сожалению. Тут дело все в том, что как турки нас воспринимают, русских? Вот мне любопытно. Ну, на самом деле достаточно положительно. То есть если после 22 года, например, в Европе все-таки я видела такое пренебрежительное отношение, то в Турции никогда не видела. То есть они всегда говорят: русские для нас все равно друзья, мы вас там очень любим, очень ждем.
А И когда это как мы стали друзьями с Турцией? Вот вы варитесь в этом во всем 20 лет почти. Скажите, пожалуйста, а когда это вот появилось именно вот такое вот дружеское? Я понимаю, что после того, как мы ушли из Афганистана, все вспоминают, что там были шурави, которые все понастроили, школы, больницы, а потом ушли. А с турками когда мы стали настоящими друзьями? Ну, если говорить не про правительство, а Не про все-таки про людей. народ, да, то начиная с 90-х они стали больше узнавать Россию. Мы начали ездить туда. Они, ну тогда челноки ездили в основном, они начали посещать Россию. То есть, в принципе, с 90-х, ну и вот кроме короткого периода с инцидентом в самолете, со сбитым самолетом, в принципе, все время у нас были очень Вы имеете в ровные, виду, который был хорошие в Сирии сбит отношения. самолет, вот этот наш летчик, когда сбили? Потому что там Да. много чего сбивали. Вот, я поэтому вспоминаю, что там, где... ну да, это вот когда сбили Это нашего. вот было единственный такой серьезный перелом в отношениях, хотя отношение людей все равно и тогда никак не изменялось. Да, тогда у меня вопрос. А вот вы как бы работаете в большей степени с турецкими коллегами, которые приезжают сюда, или нашими россиянами, которые делают бизнес на туда? В принципе, и с теми. В последнее время больше с российскими бизнесменами, которым нужно найти в Турции партнеров. Поэтому они обращаются, потому что Турция очень специфическая, там очень важен нетворкинг, очень важны знакомства, связи, как кто с кем знаком. И просто так выйти на турецкий рынок сложно, если совсем никого не знать. А что значит? А какие возможности, ну, условно говоря, для нетворкинга в Турции? Какие бизнес... Ну вот, давайте прямым поставлю вопрос. У нас там нетворкинг — это с кем ты в баню ходишь, с кем ты, условно, на охоту ездишь, там, на джипе гоняешь, с кем твоя там подруга встречается. А в Турции где, какие хабы такие нетворкинга? Они кофе вместе пьют, что ли? Ну, они ходят в рестораны, на ужины, на обеды, а еще партнеры часто приглашают на турецкие завтраки. Поэтому, когда вас начинают кормить турецким завтраком, не бойтесь, это нормально. Берите То есть это практически вилку. сделка уже, можно сказать, когда вас начинают кормить завтраками, только турецкими. Это Да. вовсе не значит, что вас пытаются обмануть. Это значит, что Да. вы уже документы готовите к подписанию. Да, это значит, вы уже становитесь близкими партнерами. И именно в Турции важно дружить с партнерами. То есть там так бизнес и ничего личного, это вот не про эту страну. А что значит дружить? Что турецкие коллеги понимают под дружбой? Я поясню. Дело в том, что к нам обращается большое количество компаний, желающих делать копродукции, например, с турецкими коллегами. Что значит дружить? Ну, это общаться на различные темы, то есть, опять же, главная ценность — семья, то есть они рассказывают о своей семье, вы рассказываете о своей, то есть вы встречаетесь уже вне работы, там, на ужины, на какие-то культурные мероприятия. И для турецких партнеров очень важно понять, какие у вас ценности, совпадаете ли вы. То есть Какие ценности для сможете них ли- важны? Ну, опять же, повторюсь, Семья, но на кроме семьи. А первом- вот если я, простите, все, мне не надо ходить на турецкий рынок, там вот нет семьи, чего делать? Мгм. Или незамужняя девушка, женщина, а ей что теперь? Все, турецкий рынок закрыт, нет семьи. И чего делать? Нет, Какие в еще целом о том, какой человек. То есть человек должен быть интересен, ну, не только в рамках бизнеса. То есть какие у него знания культурные, какое образование, где он учился. То есть это все интересно тоже. Очень они уважительно относятся к людям со степенью. То есть если там кандидат наук, то это это все. про меня, да. Это уже ходжа для них, и это уже классно, это уровень. Ну, у меня тогда вопрос. Скажите, а вот если говорить о турецких предпринимателях, чего от них нужно ожидать как знак дружбы? Вот, например, в арабском мире есть правило 4 чаепитий. Если у вас после первого чаепития никто, это как бы знакомство. А если вас приглашают пить чай 3-й раз, то уже все, вы можете на что-то рассчитывать. Какие такие вот фишечки есть, когда вы имеете дело с турками? Ну, тоже любят шутить про то, сколько же чашек чая нужно выпить, чтобы заключить важный договор с турецкими партнерами. Ну, такого определенного числа нет, но, возможно, в течение дня вы будете пить чай. Он, кстати, очень крепкий, будьте осторожны.
Но понятно, но все-таки, если вот это правило «никто никуда не торопится», то есть в арабском мире, например, наш партнер нас предупреждал, если вам сразу ответил человек из арабского мира, то это мошенники, потому что здесь работает принцип паузы, то есть серьезные люди бегом не бегают. Такое в Турции тоже есть? Ну, не настолько, как в арабских странах, что-то среднее, наверное, между нашим и между арабским миром. То есть, действительно, ну, к сожалению, в Турции опаздывают, в Турции не лучшим образом соблюдают дедлайны, то есть отношение ко времени у них все-таки такое растянутое, ну, не такое, как у нас. Но это не значит, что вам стоит опаздывать на встречу с Не, нам турецким нет. партнером. В любом случае мы придем вовремя, потому что неизвестно, вдруг наш партнер в Германии учился, а там многие в Германии учатся. Ах, вот оно И что. вдруг у Потому него что другое понимание времени. в Латинской Америке, если на полчаса опоздал, ты не опоздал. А в Турции насколько ты не опоздал? Это сколько? 15-20 минут? Сколько терпеть-то? Ну, в целом, в бизнес-сообществе все-таки в 15 минут стараются укладываться, а вот если говорить про каких-нибудь мастеров, которые там воду должны починить, то они могут целый день, там, говорят, 5 минут, и придут там поздним вечером в итоге. Ну что ж, это, да, еще один вопрос. А кого больше в Турции? Людей светского характера или людей в большей степени исламизированных? Мы знаем, что внутри Турции борются как бы два течения. Это глубинная Турция, более исламизированная, и городская Турция, более светская. Вот что нужно, как они отличаются друг от друга? Ну, на самом деле, где-то 50/50. И вот почему в Турции О. все очень сложно и такое столкновение, потому что силы равны. И на самом деле вот именно про это сериал «Клюквенный щербет». Он показывает как раз два мира. Вот с одной стороны, как живут вот эти исламизированные части населения, с другой стороны, как светские. И это действительно вот два мира, которые А что надо помнить? не Какие вы бы прикасаются. советы могли бы дать, чтобы не ошибиться? Насколько светские турки светские и насколько исламские, скажем так, турки исламские? То есть это все-таки светская страна, это не один сплошной харам на каждом углу. Ну, конечно, в рамках государства это светская страна, но в рамках того, что происходит внутри общества, исламская часть очень исламская, а светская очень светская. И поэтому, например, вот обсуждали, хороший ли подарок водка для турок. Вот, хороший ли подарок Вот, водка? это хороший такой вопрос. Получается, что для светской части очень хороший и приемлемый. Алкоголь в Турции очень дорогой, им это нравится. Но если, не дай бог, вы принесете партнера, а он окажется из другой части, из религиозной, для него это будет оскорбление. Поэтому до того, как доставать водку, сначала все-таки выясните А что бы вы посоветовали дарить? партнера. А что бы вы посоветовали дарить? Ну, на самом деле, им нравятся русские сувениры, какие-нибудь там матрешки, павлопосадские платки, очень на ура это воспринимается. Ах, вот оно что. То есть все понятно. То есть если я еду в Турцию, допустим, заниматься копродакшеном по фильмам, закупаемся павлово-посадскими платками. Они одинаково хорошо идут как в исламизированную часть, так и в светскую. Да, очень универсальный подарок. Ну и И- матрешки для детей тоже им очень И- нравятся. Ну, для детей, да, но платок можно передарить маме, там, любимой женщине, жене, там, которая она его будет носить. Ну что ж, хороший совет. А все-таки такой вот очень серьезный вопрос. Когда вы делаете бизнес с турками, какие позитивные качества в них есть? Вот что бы вы сказали, вот этим турки выгодно отличаются от представителей других стран? Ну, в первую очередь я бы отметила гибкость. То есть они очень легко адаптируются под разные требования. Ну, у меня опыт работы и с европейцами, есть и с американцами. То есть если там вот сказали так, значит так. А турки постараются подстроиться, выведут рабочих в ночную смену. То есть они
очень быстро перестраиваются. Ну, это первое. И второе, они на самом деле очень трудолюбивые. Ну, во-первых, у них 45-часовая рабочая неделя. Официально? Да, официально. И это еще не считая По переработок. 9 часов. Я вот даже посмотрю, сколько это получается. Либо по 9, либо они в субботу выходят на полдня. Ну, в разных компаниях по-разному. А как же быть с ну, это же светская страна, я забыл. То есть пятница... Пятница рабочий день. Пятница Ну, они во время обеда могут сходить на намаз, но в целом пятница — это рабочий день, да. А Рамадан соблюдают в Турции? Ну, вот так же, как половина соблюдает, половина нет, наверное. Но религиозная часть, конечно, очень строго соблюдает. Ну и в том числе даже светский не значит неверующий. То есть светский значит ведущий другой образ жизни, но все равно в глубине души многие турки верующие. А скажите, пожалуйста, как-то, ну, Турция не моноэтническая страна. Насколько это приходится учитывать, когда вы имеете дело с Турцией? То есть там бывают курды, их там около от 15 до 30 миллионов, то есть это где-то, ну, получается, 1/6 часть населения. Там где-то 10% от 80-миллионного населения люди с армянским, скажем так, наследием, если можно так выразиться, на самом деле. И что это вообще как нужно учитывать? То есть как это влияет на ведение бизнеса? Допустим, наш российский армянин и турецкий армянин, они найдут общий язык? Ну, Турция все-таки, в отличие от России, это унитарное государство, а не федерация. То есть там все-таки единый язык, нет никаких автономий, соответственно, у других народностей. Поэтому, в принципе, там больше нивелированы, конечно, эти культурные особенности. То есть это такая политика страны. Но это надо учитывать, или на это можно забить и, скажем так, общаться с турецкими партнерами, как с таким единым культурным сообществом? Ну, конечно, свои особенности есть. Во всяком случае, у регионов вот очень четко есть особенности. Даже если вот посмотреть на карту, Ну-ка, как голосуют. А можно поподробнее с этого места? Да, вот как голосует Турция. Например, прибрежные регионы — это всегда за светские партии они голосуют. Внутренние регионы, они все-таки больше за религиозные. Ну, а Восток вообще дело тонкое, это как отдельное государство. А откуда там у них начинается Восток? Вот вы говорите, Восток Турции. Мы все примерно представляем себе эту вытянутую, скажем так, пространство. С какого места примерно начинается Восток Турции? Ну, говоря Восток, в первую очередь это Юго-Восток, который вот прям совсем с Ираком, живет, который граничит по-другому. Ну, это как раз вот те регионы, которые от землетрясения, к сожалению, сильно они пострадали. Они с Ираком соседствуют, да? Ну да, ну и Сирии там, в принципе, уже в ту сторону. То есть Хатай, Газиантеп и так далее. То есть там жизнь совершенно другая. Совершенно не такая, как в прибрежных регионах, не такая, как в Стамбуле. Слушайте, а у меня тогда вот какой вопрос. Меня всегда интересовало, почему Турция особенно не очень развивает интерфейс, черноморский интерфейс с Россией, потому что, у нас же Трабзон там и все остальные регионы, они, с того же Трабзона легко запустить паром до Новороссийска. До Сочи есть паром, насколько я знаю. До Сочи он именно из Трабзона? Да, я сама не ездила, но слышала, что есть паром до Сочи. Но Черное море у них считается, это море не для купания. Вот для купания это у нас там Средиземное, Эгейское, Мраморное тоже нет. Но Черное они прям так его и называют. Это нет. Сюда мы не купаться, сюда мы там, например, в зеленые долины ездим, в горы, там, где чай растет турецкий. То есть больше такой какой-то агрикультурный туризм. Но вот для купания турки никогда не поедут на Черное море. То есть это глубокий такой сельскохозяйственный регион. То есть Черноморский регион у них такой, интерфейс с Россией там это как-то не развивается. Он просто не туристический. Так-то в нем, конечно, куча своих плюсов. Там в том же Трабзоне есть очень древний монастырь. Не, это я имею в виду другое. Почему они не развивают его как возможность, прямой такой вот взаимодействия с Россией?
Как именно для пляжного туризма? Вообще, как порт, зона вхождения. Мы все входим в Турцию через либо Анталию, либо через Стамбул. У нас же есть, скажем так, по сути, общая морская граница. Все-таки вот эту роль играет хаб в Стамбуле. Стамбул сейчас вообще стал очень серьезным хабом после открытия и нового аэропорта, и после того, как рейсы у нас перестали летать в другие страны, то есть все пересаживаются либо в Дубае, либо в Стамбуле, соответственно. А скажите, вот турки, в принципе, как относятся к Дубаю? Дело в том, что это регион практически не относительно недалеко находящийся, тоже исламский в известной степени. Присутствует ли элемент некой зависти? Я бы не сказала, но как-то они не сильно любят Дубай. Говорят, да что мы там не видели ничего особенного. То есть, да что мы не видели в вашем Дубае. Я вот с такими сталкивалась суждениями. И, конечно, мне вот очень обидно за турецкие сладости, потому что то, что дубайским шоколадом называют в Турции, в 1000 раз лучше. Но вот маркетинг сыграл там, в маркетинге проиграли. Так вот это и есть основная проблема. Скажите, я, например, сталкивался очень часто, что при всей своей прекрасности турецкие компании практически не вкладываются в продвижение на иностранных рынках. Это так? Вот вы говорите, дубайский шоколад, маркетинг. Я что-то не очень много знаю примеров маркетинга турецких товаров. Наверное, знаете, Рахат Лукум. Рахат Нет, это Рахат марка. Лукум, да, Рахат это не название, это марка. В Турции он просто Лукум. Я знаю, но, например, я знаю, что у Турции собственное автомобильное производство, собственное производство грузовиков, собственное производство легких самолетов, собственное производство оружия, но это все никуда не продается. Грузовики, тракторы неплохо продаются, с остальным похуже. А почему? Почему турки не продвигают практически ничего за пределы собственной страны? Потому что одно время начали говорить, что Турция — это Китай Ближнего Востока, что очень много предприятий, но на самом деле сдулось все. А почему? В маркетинге все-таки немножко они проигрывают. Хотя почему? В целом это национальная особенность какая-то. То есть турки же умеют торговаться, но почему они не умеют продвигать свои товары? Не всегда им удается с европейскими товарами конкурировать, но при этом многие европейские марки производятся на территории Турции. То есть Турция — это такая фабрика, которая очень много под другими марками что делает. Просто это продвигается не под турецкими марками. И даже вот Борг, не Борг, как его, забыла. Валерий? Валера? Нет, бытовая техника, вылетела у меня из головы, ладно. Понятно, но если вспомните, скажете, но все-таки я так понимаю, что это не самое сильное место наших турецких коллег. То есть... они скорее сильные в производстве. В принципе, они хорошо продают, но в маркетинге, мне кажется, им есть еще над чем поработать. Продвигать не умеют, продавать умеют, производить умеют. Производить умеют, да, достойно. А наши умеют заниматься маркетингом на турецком рынке? Насколько вообще наши грамотно строят свое продвижение? Что у нас продвигается на турецком рынке? На вот я знаю, деле... что сериалы зашли только турков к нам. Наши сериалы на турецкий рынок не заходят. Да, единственное, что зашло на турецкий рынок, это «Маша и медведь». Это понятно, он везде зашел. И «Холоп». И то «Холоп» я не скажу, что прям «Холоп»-то супер они сделали зашел, ремейк. У меня тут был Антон Морозенко, это креативный продюсер как раз «Холопа». И он сразу сказал, что и на турецкий, и на казахский рынок заходили ремейки. То есть это именно что был продан формат, а не... И он-то зашел очень хорошо, но это не был «Холоп» в истинном смысле этого слова. Так что наши туда продвигают? На самом деле, если смотреть структуру, в основном, конечно, там газ. Вся Турция живет на российском газе, то есть в основном это все-таки какие-то природные источники. И павлово-посадские платки. Да. То есть никаких промышленных товаров, особенно наших, в Турции нет? Нельзя сказать, что прям ноль, но в Турции такая особенность. Это страна победившего импортозамещения. Они все только свое покупают. То есть к ним на турецкий рынок очень сложно зайти.
Они прям патриоты Почему своего. они вынуждены были так импортозаместиться? Мы-то импортозамещаемся, потому что, ну, скажем так, у нас был сначала 14-й, потом 22-й год. И слава богу, что импортозамещаемся. Я считаю, что это очень важно. А у турков-то чего было в таком случае? С какой стати они начали импортозамещаться? Ну, у них развитое производство, и Не, ну, которое это- дешевле все-таки, чем европейские аналоги. У них сумасшедшие налоги на машины. То есть любая машина практически в 2 раза дороже в Турции стоит, чем у нас. Те же там айфоны и так далее, то есть все стоит дороже в 1,5-2 раза. Государство берет очень высокие налоги, ну, с ряда импортируемых товаров. И, конечно, потребители стараются местное покупать, потому что реально очень дорого. А насколько у них развита электронная промышленность, вы сказали, iPhone там и так далее? Что турецкий потребитель покупает вместо айфона? iPhone? Ну, все равно iPhone покупает, просто по цене-то такой, что Бедный я бы там турецкий. не хотела покупать. То есть на шопинг туда ездить не надо. Я имею в виду именно Ну, за электроникой европейский. нет, а за одеждой очень даже надо. Текстильная промышленность прекрасная в Турции. А скажите, пожалуйста, а много сейчас в Турции наших релокантов? Наших очень много уехало в Дубай. То есть, ну, там огромное количество, несколько сот тысяч человек живет, выехавших туда. А скажите, а в Турции много наших живет? В 22-м году очень много приехало, но почти все они через год уехали, Почему? потому что турецкое правительство вид на жительство очень сильно усложнило, то есть перестало давать по аренде вид на жительство, но кроме как по аренде, как наши соотечественники могут получить. Потом сильно повысился ценз на покупку квартиры для получения гражданства. И это, конечно, снизило инвестиционную привлекательность Турции в глазах наших соотечественников. А много ли здесь у нас турецких граждан в России, которые сюда, что называется, въехали вообще? Насколько велико турецкое сообщество в нашей стране? Ну, прям официальных данных нет, с но точностью до. речь о сотнях тысяч. Сотни тысяч граждан Турции, которые по разным причинам находятся здесь. Ну, как минимум, половину Москвы строили турецкие Понятно. компании, и они до сих пор прекрасно работают и строят. Ну, вот это очень большой сектор, где много турецких граждан. А скажите, пожалуйста, вам приходится в основном работать с какими проектами? Вот как эксперту по Турции, человеку, который ведет образовательные программы, который ведет многое другое, связанное с Турцией, с какими темами приходится в первую очередь работать? Вот мы с вами много чего обсудили, а куда вы направляете людей, куда вы направляете их стрелки, их компасов? Ну, у меня очень большой опыт в медицине, поскольку я долгие годы проработал в медицинской компании, а в Турции, кстати, очень хорошее производство и в плане медицины, и в плане фармацевтики. Но также обращаются и за тяжелой промышленностью, и за текстилем. Зачем обращаются? То есть, вот вы говорите, обращаются за тяжелой промышленностью. Что люди просят вас для них сделать? Найти поставщика в Турции, договориться с ним на хорошие условия, ну, соответственно, организовать уже подписание договора, ну и дальше работать эффективно. То есть вы медиатор такой классический, функции медиатора выполняете между Россией и Турцией? Ну, можно и так назвать, да. Скорее консультант, потому что я на себя не закупаю товары, я помогаю другим компаниям это и есть самостоятельно. медиация. Это и есть медиация. Построить. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, таких специалистов, как вы, у нас, ну, сколько? 20-10 человек на всю Россию? Ну, именно по Турции Именно? очень мало. Не, ну очень мало, это не Но ответ. А вот сколько? Кого я прям Вы же знаете лично всех своих конкурентов. знаю, то здесь всего о 5 идет речь. 5 человек на всю гигантскую... Окей. А при том, что с Китаем речь о сотнях, по-моему, Ну, идет. если не о тысячах, то есть вот Да. как их называют, помогайки, вот эти вот, это отдельная песня. Среди них Да. есть суперспециалисты, я надеюсь, у нас они будут на наших вебинарах, то есть люди, которые, ну, как правило, приходится людям работать и с аудиовизуальным контентом. К вам не обращались наши телеканалы, кинокомпании с просьбой помочь?
В каком плане Ну помочь? вот найти партнеров, допустим, в той же самой Турции, помочь организовать те или иные съемочные проекты. Не обращались? Пока не обращались, но мне было бы очень это интересно. Тем более, что на продюсера как раз выучилась. Ну что ж, вы выучились на продюсера, это хорошо, но пока наши, честно говоря, этим регионом не очень интересуются. Ну и в заключение у меня будет один такой вот вопрос. Чего бы вы хотели пожелать нашим слушателям, которые хотели бы лучше узнать о Турции? Ну, я бы хотела пожелать относиться без стереотипов к стране, и это на самом деле самое сложное, потому что мы всегда видим со своей колокольни, всегда это А противостояние. какие у нас стереотипы, простите, по отношению к Турции? Какие вот у нас стереотипы? Ну, что в Турции могут производить только текстиль, что Турция живет только за счет туризма, то есть это, совершенно не так, естественно. Понятно, что Турция — это павлин, мавлин, не видишь, я кушаю, это не то, да? Да, то есть там есть очень высокообразованные кадры, высокотехнологичные производства. В принципе, в Турции есть очень много чего, кроме туризма и текстиля, про который мы знаем. И вы, то есть вот эти стереотипы, лучше о них забыть. И вы помогаете избавиться людям от этих стереотипов. Да, я считаю, что с любой страной нужно взаимодействовать без стереотипов. Ну, иначе вспомните о том, что другая сторона думает, что у нас медведи по улицам ходят. Ну что ж, Екатерина, огромное вам спасибо за этот вебинар. И надеюсь, что мы еще с вами не раз увидимся по мере роста импорта турецких сериалов на наш рынок. Огромное спасибо. Спасибо.